Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ермина, и я рада вас приветствовать на своем канале. Так как у меня очень много зрительниц и подписчиц, которые учатся вязать крючком и спицами, сегодня я опять для вас подобрала очень легкую и простую модель летней кофточки топа. Топ вяжется очень легко и просто. И сейчас я вам покажу и расскажу, как его связать. Данная модель топа кофточки подойдет абсолютно для всех, на любой возраст и размер. И свяжет ее даже начинающая вязальщица, которая учится вязать крючком. Посмотрите, какой красивый, ажурный летний узор. Мы сейчас будем с вами вязать. Я вам покажу принцип вязания узора. Свяжем его вместе. Смотрите, какая красота. Вяжется настолько просто, легко, что даже вам не потребуется схема вязания. Очень легко запоминается. И вязать его одно удовольствие. Особенно под любимый сериал. Данным узором кофту можно связать всего за 2 дня. Вяжется очень просто и быстро. Давайте рассмотрим узор более детально. Это лицевая сторона узора. И вот таким образом смотрится изнаночная сторона. С обеих сторон узор выглядит красиво, интересно. Я вязала узор из пряжи Коко от Vita Cotton. Это 100% мерсеризованный хлопок, 50 грамм, 240 метров. Цвет пряжи 3861. Крючок номер 2. Для данного вида узора подойдет абсолютно любая пряжа по составу. Это может быть хлопок, лен, акрил, смешанный тип пряжи, шерсть, полушерсть. И также толщина пряжи тоже может быть здесь любая. Необходимо связать образцы и выбрать самый красивый. Посмотрите, вот так вот можно еще расположить вот этот узор в вязании и связать кофту топ. Направление вязания будет у вас справа налево. А узор, он будет, если вы так вот свяжете в этом направлении, будет зрительно стройнить фигуру. Посмотрите тоже, как красиво смотрится. В данном мастер-классе видеоуроке мы с вами свяжем образец, а сейчас я хочу вам рассказать принцип вязания данной модели топа. Я вам сейчас расскажу несколько вариантов, как связать топ либо кофточку. Для того, чтобы приступить к вязанию любой вещи, вяжем образец, проводим работы по ФТО, стираем образец, сушим естественным способом и отпариваем, если это позволяет пряжа. Также делаем сейчас все замеры с образца и выполняем расчеты. Раппорт узора состоит из 16 петель. Сейчас я маркерами установлю, обозначу начало и окончание вязания раппорта. Подробнее вы увидите в мастер-классе, где начало и окончание раппорта. Все, маркеры установили, закрепили и снимаем ширину образца. Делаем измерение одного раппорта. Значит, от персиковой до бирюзового маркера 16 петель, у меня 5 сантиметров. То есть ширина раппорта одного 5 сантиметров. Один раппорт равен 16 петель и примерно 5 сантиметров ширина раппорта L.
Перед началом вязания снимаем мерки. Нам необходимо снять мерку с обхвата груди. Сделаем расчеты для 50 размера российского. Для удобства расчетов я обхват груди возьму 100 сантиметров. Теперь давайте рассмотрим несколько вариантов вязания топа. Пока вяжем топ. Топ у нас без рукавов. Вяжется, допустим, первый вариант вяжем снизу вверх. Можно вязать сверху вниз. Связали полотно, прямоугольник. Здесь, значит, у нас вот этот отрезок H, это длина кофты. Длина кофты топа. Теперь нам необходима еще одна мерка, то есть длиной мы определились, определяемся шириной топа либо кофты. Значит, топ у нас без рукавов, кофта с рукавами. Теперь давайте сделаем расчеты для обхвата груди для 50 размера. Вот 50 размер. Мы сделаем с вами прибавку на свободу прилегания. Прибавляем от 2 до 6 сантиметров. 6 сантиметров это размер оверсайз. Давайте возьмем среднее значение. Допустим, 104. Вот, допустим, 100 у нас будет 106. Это наши будут ориентиры. Теперь мы делаем расчеты. Обхват груди 100 сантиметров. Это по нашим измерениям с фигуры. Делим на 5. 5 это у нас ширина одного раппорта. Получаем значение 20. 20 это количество раппортов. Количество раппортов на весь обхват груди. Без свободы прилегания. Значит, каким образом распределяем раппорты? Если вы хотите топ-кофту по фигуре, то можно распределить 5, так 20, это значит 20 делим на 2, получаем 10 раппортов перед и 10 раппортов спина. По 10 раппортов. 10 плюс 10 получаем 20. Если хотите более свободную вещь, то лучше распределить 10 либо 10 или 11 раппортов и плюс 11 раппортов. Получается 22 раппорта. Это к объему груди добавляется 10 сантиметров. Получается 110 сантиметров. Ширина будет кофты уже в готовом виде. Значит, будет, если 110 сантиметров, 55 сантиметров деталь спинки и 55 сантиметров деталь переда. Размер оверсайз. А если 10 раппортов, то будет у вас кофта без свободы прилегания. Вот выбираете либо этот вариант, либо этот вариант. Какой вам больше нравится. Но вот этот с добавлением еще одного раппорта и его делить, там, конечно, можно подогнать узор, но я бы вот так не стала делать. Начинающей вязальщице. Рассматриваем два варианта. Расчеты мы с вами сделали. Теперь разберем технологию и принцип вязания кофты. Значит, можем начать вязание либо сверху вниз, либо снизу вверх. То есть два направления.
в двух направлениях вяжем в том случае, если вырез горловины будет лодочка. Данный вариант топа удобен очень для начинающих. Здесь оставляете вырез для головы, сшиваете плечевые швы, расстояние, как правило, от 18 до 24 сантиметров. Вот этот отрезок, ширина выреза горловины. Выполняйте боковые швы. Высота проймы зависит от размера, который вы носите, от 19 до 23,5 сантиметров. Наметайте, примерите и отрегулируйте вот эту высоту. Если вам не нравится вырез горловины лодочка, можете связать квадратный вырез горловины. Это тоже для начинающих вариантов. Значит, вяжете до уровня формирования выреза горловины единым полотном, то есть деталь переда, допустим, перед. Довязали. Высота вот этого отрезка горловины может быть от 8 сантиметров и более. То есть глубокий, либо менее глубокий вот этот отрезок. Больше 8 сантиметров глубина выреза горловины. Довязали и разделили полотно. Вот здесь у вас вот этот отрезок, вот он, 8 равно, либо больше 8. Так. Вот это то, что мы ищем, больше 8 может быть. До 24. Определили центр выреза горловины, разделили полотно и вяжете прямыми обратными рядами до уровня плеч. И здесь также прямыми обратными рядами до уровня плеч. И потом при помощи обвязки края можно обвязать рачьим шагом, самый простой вариант. Вот эти углы можно спрямить, округлить, и будет у вас красивый не квадратный вырез горловины, а в виде овала либо круга. Когда вы будете вязать сверху вниз, либо снизу вверх, узор будет смотреться вот так. Еще один вариант вязания, когда вы вяжете кофту и располагаете узор вертикально. То есть он у вас, вот эти ажурные полосы, они смотрятся так вот вертикально и зрительно стройнят вашу фигуру. Направление узора, вот эти ажурные дорожки, вот таким образом. Направление вязания справа налево. И узор располагается вот так. Здесь тоже можно сформировать квадратный вырез горловины, а лучше начинающему сделать вырез горловины лодочка. Значит, ширину мы определили. Здесь вот чем удобен этот способ, то вы можете вязать абсолютно на любой объем груди. Здесь, если вертикально расположить, гораздо проще сделать расчеты. То есть здесь, если мы ограничены в количестве раппортов, либо 10, либо 11, то здесь можно связать более удобнее принцип расчета вот здесь, вот при таком расположении узора. Нам здесь необходимо только рассчитать длину кофты. Допустим, вот здесь у нас начало вязания. Я нарисую цепочку. И, допустим, мы хотим, чтобы у нас длина кофты была 60 сантиметров. Делим на 5. 5 сантиметров один раппорт. Получаем 12 раппортов. Как все просто. 12 раппортов умножаем на 16. Получаем 192 петли. Нам необходимо набрать. Вот здесь будет 192 петли, либо 12 раппортов. Вяжете высоту. Здесь получается у нас здесь
узор. Вот так вот будем вязать, а располагать вот так. До нужной вам ширины кофты. Допустим, хотим мы ширину кофты 105 сантиметров. Вот и вяжете. Пока не свяжете, не закончите вязать раппорт, допустим, 55 сантиметров, либо 54 сантиметра или 52 сантиметра. То есть вот при таком способе вязания вертикальном гораздо будет интереснее, мне кажется, даже смотреться кофточка топ и проще выполнить расчеты. Вот рекомендую вот вязать узор вот таким образом, вертикально. Так, мы с вами все это время рассматривали, как вяжется топ, а можно связать кофту. Ну, сейчас я вам расскажу, если вязать узор снизу вверх. Довязали до уровня пройм, снизу вверх. Здесь вот у нас начало вязания цепочкой из воздушных петель. И довязали до уровня пройм. Здесь у нас отрезок 19-23 сантиметра. 23 сантиметра это 56 размер. 50, так, 50 и 52 высота 21,5 отрезка. Вот здесь вот. И набираете цепочку для рукава. Длина цепочки равна длине рукава. Вот здесь L, длина рукава. А ширина рукава у вас будет равна высоте вот этой проймы. 19-23 ширина рукава. Учитывайте свободу прилегания. Здесь нужно тоже добавить на свободу несколько сантиметров, чтобы не сковывало движение. И горловина в виде лодочки, либо квадратная. Рассмотрели сейчас с вами несколько вариантов вязания топа, кофточки. Выбирайте самый легкий, простой, какой вам больше нравится. Узор можно вязать снизу вверх и вот так вот вертикально располагать в вязаных изделиях. А мы сейчас с вами приступаем к вязанию образца легких нам петелек. Раппорт узора состоит из 16 воздушных петель, 6 рядов в высоту. Набираем цепочку для образца 33 воздушных петли. Цепочку я набираю вот таким образом. Вяжем 33 петли плюс 1-2 петли для удобства вязания. Приступаем к вязанию первого ряда. 1 воздушная петля подъема. Во вторую петлю цепочки провязываю 1 столбик без накида. И так до конца ряда провязываем 33 столбика без накида. Можно вязать 33 полустолбика с одним накидом. Это вот таким образом. Тем самым вы вот так вот. Давайте еще раз покажу. Тем самым увеличивается высота ряда. Но я буду вязать вот этот ряд столбиками без накида. Связали первый ряд. Приступаем к вязанию второго ряда.
2 воздушных петли подъема, разворачиваю вязание на другую сторону и в вершину столбика второго по счету без накида провязываю 1 столбик без накида. 1 воздушная петля, 1 столбик пропускаю, вершину следующего вяжем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, 1 столбик пропускаю, вершину следующего под косичку провязываю 1 столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, делаю на крючок 3 накида, 1 петельку пропускаю, в следующую петлю провязываю 1 столбик с 3 накидами. 1 воздушная петля, 3 накида на крючок, столбик пропускаю, вершину следующего столбика провязываю 1 столбик с 3 накидами. 1 воздушная петля, 2 накида на крючок, столбик пропускаю, вершину следующего провязываем столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, 1 накид на крючок, столбик пропускаю, в следующую вершину столбика провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, столбик пропускаю, вершину следующего провязываю столбик без накида. Здесь вот можно провязать 1 полустолбик с одним накидом. В следующую вершину столбика можно провязать либо столбик без накида, либо 1 полустолбик с одним накидом. В третью петлю провязываю столбик без накида. Вы также можете провязать 1 полустолбик с одним накидом. 1 воздушная петля, петельку пропускаю, 1 накид на крючок и через петлю провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, петлю пропускаю, 2 накида на крючок, следующую петлю, то есть через петлю во вторую провязываю 1 столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, 3 накида на крючок, петлю пропускаю, через петлю провязываю 1 столбик с 3 накидами. 1 воздушная петля, 3 накида на крючок, петлю пропускаю и через петлю мы вяжем второй столбик с 3 накидами. Все вот эти столбики, которые больше столбика без накида, вяжутся через одну петлю. 1 воздушная петля, 2 накида на крючок, петельку пропускаем, в следующую провязываю 1 столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, петельку пропускаю, в следующую провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, петлю пропускаю, в следующую провязываю, я провязываю столбик без накида, вы можете провязать полустолбик с одним накидом. Вот в эту вершину, в крайний столбик без накида предыдущего ряда провязала 1 столбик без накида. Вы можете провязать 1 полустолбик с одним накидом. Приступаем к вязанию третьего ряда. Набираю цепочку 2 воздушных петли и теперь в каждую петлю провязываем по одному либо полустолбику с одним накидом, либо по одному столбику без накида. Я буду вязать столбики без накида. Вот вершину второго столбика без накида провязываю 1 столбик без накида. В арочку цепочки из 1 воздушной петли провязываю столбик без накида. Вершину столбика с одним накидом под косичку провязываю столбик без накида. Как связать полустолбик с одним накидом? 1 накид на крючок, между столбиками ввожу крючок, захватываю рабочую нить, 3 петельки на крючке. Вот, 1, 2, 3. Сразу же соединяем их вместе. И вот таким образом мы связали 1 полустолбик с одним накидом. Он немножко воздушнее и чуть-чуть повыше, чем столбик без накида. В каждую петельку провязываем по одному столбику без накида, либо полустолбику с одним накидом.
Всего должно быть 33 столбика, как и в первом ряду. То есть третий ряд — это повторение, получается, первого ряда. Так, и заканчиваем вязать ряд. Вершину крайнего столбика без накида провязываю 1 столбик без накида. Вяжем четвертый ряд. 2 петли подъема, 1, 2, разворачиваю вязание на другую сторону. Теперь вершину каждого столбика без накида вяжем по 1 столбику без накида. Вот этот первый столбик пропускаю, во второй столбик под косичку провязываем столбик без накида. Если вы вяжете полустолбики с одним накидом, тогда вот этот ряд четвертый вяжете в каждую петлю по 1 полустолбику с одним накидом. Я буду вязать столбики без накида, 33 столбика без накида. Узор очень простой и смотрится он неплохо. Интересно, вяжется тоже. Можно вязать без использования схем. Так, и в крайний ряд, в крайний столбик в конце ряда провязала 1 столбик без накида. Что получается? Вяжем 5-й ряд. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю вязание на другую сторону. Сразу же делаю 3 накида на крючок. Находим вершину второго столбика без накида предыдущего ряда и под косичку вяжем 1 столбик с 3 накидами. 1 воздушная петля, 2 накида на крючок, пропускаю вот эту петлю, через петлю во вторую провязываю 1 столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, 1 накид на крючок, петлю пропускаю, в следующую провязываю 1 столбик с 1 накидом. 1 воздушная петля, петлю пропускаю, в следующую вершину петлю провязываю столбик без накида. В следующую петлю провязываю столбик без накида, второй по счету, и в следующую петлю провязала 3 столбик без накида. Вы здесь можете связать 3 полустолбика с 1 накидом. 1 воздушная петля, пропускаю петлю, в следующую петлю провязала 1 столбик с 1 накидом. 1 воздушная петля, 2 накида на крючок, петлю пропускаю, в следующую провязываю 1 столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, 3 накида на крючок, петлю пропускаю, в следующую провязываю
1 столбик с 3 накидами, 1 воздушная петля, 3 накида на крючок, петлю пропускаю, в следующую провязываю 1 столбик с 3 накидами, 1 воздушная петля, 2 накида на крючок, петлю пропускаю, в следующую провязываю 1 столбик с 2 накидами, 1 воздушная петля, 1 накид на крючок, петлю пропускаю, в следующую провязываю 1 столбик с 1 накидом, 1 воздушная петля, петлю пропускаю, в следующую петлю провязываю 1 столбик без накида. Вы можете провязать 1 полустолбик с 1 накидом. В следующую петлю провязала 2 столбик без накида, и в следующую петельку 3 столбик без накида. Вы можете связать 3 полустолбика с 1 накидом. 1 воздушная петля, петлю пропускаю, в следующую провязываю 1 столбик с 1 накидом, 1 воздушная петля, 2 накида на крючок, петлю пропускаю, через петлю провязываю 1 столбик с 2 накидами, 1 воздушная петля. Здесь вот у меня осталось 2 петли, вот я в них и провяжу. Так, вот в эту первую петельку провязываю 1 столбик с 3 накидами, и в следующую петельку провязываю еще 1 столбик с 3 накидами. Все, связали 5 рядов. Вяжем 6 ряд. 1 воздушная петля подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. И теперь вершину каждого столбика, в каждую петельку провязываем по 1 столбику без накида. Я вот хочу первый столбик провязать вершину столбика с 3 накидами. Я буду этот ряд вязать состоящий только из столбиков без накида, а вы можете связать 33 полустолбика с 1 накидом. Следующую вершину провязала столбик без накида, поверх цепочки из 1 воздушной петли провязала столбик без накида и так далее. Вяжем до конца ряда в каждую петлю по 1 столбику с накидом, полустолбику с 1 накидом, либо по 1 столбику без накида. Всего должно быть 33 столбика. Провязала 32 столбика, и 33 я провязываю между вот этими столбиками с 3 накидами. Все, связали с вами 6 рядов. 7 ряд вяжется точно так же. 1 воздушная петля подъема, разворачиваю вязание на другую сторону, и вот я первый столбик без накида провязываю над столбиком без накида предыдущего ряда. Теперь в каждую столбик, в вершину столбика под косичку за переднюю и заднюю стенку вяжем еще раз 33 столбика без накида, либо 33 полустолбика с 1 накидом. Связали с вами один раппорт узора. Раппорт состоит из 6 рядов. У нас здесь связано 7 рядов. Теперь для того, чтобы продолжить вязание, вы перематываете видео на начало вязания 2-го ряда и вяжете
по принципу повторяй за мной все время со 2 по 7 ряд включительно. В основу раппорта входит вот этот ряд, 2 ряда, где мы вязали столбики без накида, вот этот ряд входит, и еще 2 ряда из столбиков без накида. Начало раппорта, 2 ряд, заканчивается раппорт в 7 ряду, окончание раппорта в высоту. Со 2 по 7 ряд все время повторяйте и вяжите до нужной вам высоты, до нужной длины изделия. Теперь давайте рассмотрим раппорт в ширину. Ширина раппорта 16 петель, и находим мы начало раппорта. Находим 2 столбик с 3 накидами. Вот это 1 столбик с 3 накидами, это 2. Я закрепляю маркер. И раппорт заканчивается перед 2 столбиком с 3 накидами. То есть вот получается 2 столбик с 3 накидами. Вот здесь после 1 столбика с 3 накидами идет 1 воздушная петля. То есть и вы вяжете раппорт до вот этого 2 столбика с 3 накидами. Вот эта петля, она и идет окончание 1 раппорта перед 2 столбиком с 3 накидами. Вот так я закрепила маркеры. Здесь 16 петель и ширина раппорта. Состоит вот она из... Здесь вот для удобства можно рассмотреть, вот этот элемент входит в основу раппорта. Связала я 2 раппорта узора в высоту и 2 раппорта узора в ширину. Посмотрите, как красиво, интересно смотрится узор. И он очень легко и просто вяжется. Узор универсальный, подойдет для вязания кофт, можно связать тунику, кардиган, палантин, снуд, плед. Вот это лицевая сторона узора. И таким образом смотрится изнаночная сторона. С обеих сторон узор, на мой взгляд, смотрится прекрасно. Я надеюсь, вам узор понравился. Поделитесь, пожалуйста, этим видео в своих социальных сетях. Сделайте репост, поставьте лайк, пальчик вверх и напишите мне комментарий, понравился вам узор или нет. Спасибо, что смотрите мой канал, подписывайтесь и заходите ко мне каждый день в гости. Я очень-очень рада. С вами была Елена Ермина. Всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.